Друзья, коллеги, всем привет! Сегодня мы посещаем, у нас планерка на одном из объектов в Испании. Я вас беру с собой показать наше строительство электростанции. Ну, кому-то будет интересно, в любом случае подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите это видео. Экстремадура – регион, где традиции и современные технологии идут рука об руку. Здесь пасутся знаменитые иберийские свинки на бескрайних лугах, а рядом работают солнечные панели, превращая энергию солнца в электричество. Благоприятный климат и поддержка властей сделали регион лидером в зеленой энергетике. Именно поэтому мы тоже участвуем в строительстве солнечных электростанций в Экстремадуре, внося свой вклад в будущее чистой энергии. Друзья, мы подъезжаем к нашей плантации. Вот закончилось строительство. Сейчас Татьяна покажет впереди. Здесь уникальная станция, что здесь очень вписали ее в ландшафт, потому что вокруг дубы, свиньи ходят, вы видите. То есть это будет такая плантация, которая не портит природу и дает еще электроэнергию. Друзья, это новая станция, которая построена в районе Экстремадура. Здесь 1,12 мегаватт нашего клиента. И эта станция по-своему уникальна, потому что она находится в таком регионе. Здесь нету пыльных бурь, здесь регулярно идут дожди. Ну, есть такие погодные условия. Но при этом солнечная инсоляция одна из самых высоких в Испании, поэтому выбран этот район. Есть свои тонкости, потому что кругом здесь находятся пастбища, очень много животных, свинки пасутся, мы ставим кадр, коровы и так далее. И здесь обходили все деревья, вот эти вот дубы, которые тоже нельзя вырубать, ни в коем случае трогать. Здесь очень за этого переживает местная администрация, впрочем, и правильно. И сложности строительства этой станции были в том, что здесь также идет гнездование птиц, и до 30 июня каждого года здесь нельзя вести никакие работы, нельзя ездить на транспорте. То есть мы столкнулись с рядом таких проблем, которые решили. Экстремадура не только регион с уникальными солнечными ресурсами, но и с богатым археологическим наследием, начиная с римских времен. При строительстве солнечной станции нам пришлось проводить археологические исследования, так как Земля скрывает важные артефакты. Каждая выемка грунта сопровождалась приездом археологов, которые проверяли, нет ли древних находок, способных раскрыть больше о прошлом этого региона. Хотя на нашем участке ничего не нашли, опыт был уникальным и полезным для изучения истории. Наша компания имеет большой опыт в строительстве солнечных электростанций как самостоятельно, так и в роли заказчика, генподрядчика или представителя заказчика. Мы предоставляем полный спектр услуг, включая проектирование, ведение и контроль строительства, а также согласование всех этапов. Экстремадура – это идеальный регион для солнечной энергетики благодаря своим климатическим условиям и доступности Земли. Но мы работаем по всей Испании, предлагая также интеграцию аккумуляторных батарей, майнинг оборудования на каждой солнечной электростанции, что позволяет эффективно использовать выработанную энергию и обеспечить бесперебойную работу майнинга в любое время суток. Строительство станций, таких больших крупных станций, это на самом деле очень сложный процесс, потому что необходимо большое количество согласований. Здесь именно по этой станции мы получили около 39 согласований от всех. Это были и дорожные службы, и проблемы с бликами, и с охраной труда, археология. Здесь очень большие проблемы были именно с археологами, потому что здесь римская дорога, здесь всю жизнь находили черепицы различные, то есть проблем было очень много. Сейчас мы решаем, кто собирается построить станцию, имейте в виду, что строительство станции в Испании уходит по времени от года до полутора, потому что есть проблемы с подключением, есть с подключением именно крупных станций проблемы. Но мы решаем, процесс идет. Погода
способствует. Вообще Испания, она предназначена для того, чтобы здесь были такие станции. Следующую станцию, скорее всего, мы будем строить, поднимать немножко выше, для того, чтобы барашки заходили и щипали траву. Потому что это самый простой способ бороться с растительностью. Зачем бороться, если можно пустить, и будет такой симбиоз новых технологий и сельского хозяйства. И вообще каждый регион в Испании, он абсолютно разный, абсолютно разные законы. В каждом даже вот маленьком районном центре существуют свои законы, о которых просто невозможно предусмотреть на этапе планирования. Но в любом случае станции строят во всех регионах, и здесь на севере, и у нас на юге. То есть все регионы прекрасные. Именно здесь, хоть сегодня и облачный день, на самом деле самая высокая инсоляция солнца. И поэтому эти станции, выгодно здесь ставить, конечно, если найдете место, как говорится. Но именно вот в этом месте, почему мы здесь ее построили, здесь есть дефицит электроэнергии, здесь есть свободная мощность, которую можно продавать. И также мы сегодня как раз поговорили про майнинг-центр, и пока получили на словах предварительно согласие, что здесь мы тоже разместим майнинг-центр, который будет работать вот от этой солнечной электростанции. Ну и кому нужна консультация, кто хочет построить такую станцию, сделать проект, обращайтесь, мы решим, мы знаем, мы прошли все этапы согласования, мы знаем, как решать эти все вопросы. Но, естественно, не безвозмездно, так как это наш бизнес. В любом случае нам доверяют уже люди, которые строят станцию. И не забывайте, что у нас также есть проект в Дубае и в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, где также можно построить майнинг-центр и добывать свою криптовалюту. Мы уезжаем, оставляя на зеленых лугах мирно пасущихся телят и коров, наслаждающихся свежей травой. Эти просторы, наполненные жизнью, часть уникального региона Экстремадуры. С 2010 года здесь активно строятся солнечные электростанции, что превращает регион в один из лидеров Испании в области зеленой энергетики. Сегодня около 15% сельских земель Экстремадуры заняты солнечными плантациями, что приносит новые рабочие места и способствует экономическому росту. Здесь не только не хватает земельных ресурсов, но и есть доступная рабочая сила, что привлекает инвесторов. Испанское правительство поддерживает такие проекты субсидиями и налоговыми льготами. Спасибо, друзья, что посмотрели наш фильм. Надеемся, он был интересный и полезный для вас. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться видео с друзьями. Также будем рады вашим супер спасибо. Это помогает нам развивать канал и создавать новые, еще более увлекательные проекты. До встречи в следующих видео. Hasta luego. Чао.